Всем здравствуйте! Сегодня у нас в ремонте BMW в кузове F20, в простонародье копейка. Повреждение машина получила при перестроении с правого ряда. Водитель грузовика заметил машину поздно. К этому времени он уже успел своим правым колесом повредить заднюю левую дверь, заднее крыло и немножко царапнуть бампер. Из запчастей у нас бэушная дверь и четверть. Состояние двери в принципе нормальное, но цвет у нее металлик, а кузов у нас солид. Клиента это нисколько не смутило. Он просил не перекрашивать дверь, а лишь заполировать царапины. Вы на канале Автокрафт. Мы начинаем ремонт. В первую очередь мы сняли бампер, задний фонарь, поменяли мятую дверь на донорскую. Но дверь не закрывалась, пришлось зубилом подрубить замятый металл крыла, чтобы закрыть дверь и убедиться, что зазоры не ушли. Поняв, что дверь стоит правильно, гидравликой с внутренней стороны вытаскиваем арку наружу. Нам нужно не сколько выпрямить арку, а сколько распрямить складки на брызговике. Вот такой у нас донор. Изначально клиент по телефону с нами договаривался о том, чтобы не красить крыло, а лишь прокрасить стыки. Но посмотрев на донора, мы поняли, что красить придется весь элемент. Крыло при транспортировке сильно повреждено. Арка, стык с дверью. Арка повреждена не только в средней части, но и возле порога. Также есть повреждения в районе стыка с бампером. Крыло отрезано коротко, и нам не удастся застыковать его наверху. Скорее всего, резать будем здесь. Сверив наше предположение с кузовом, размечаем будущее место реза. Также накерниваем места отсверливания и начинаем отделять донора. Вот такая отделенная деталь у нас получилась. Так как на месте отделить эту деталь без повреждения от донора нет возможности, мы отрезали чуть-чуть с запасом. Теперь с помощью фена, разогревая герметик, на который приклеены стыкующиеся детали на BMW, мы отрываем ненужный нам металл. Крыло мы отделяем, как обычно, с куском брызговика, чтобы место сварки как можно дальше увести от края арки. Попутно подрихтовываем поврежденное крыло и удаляем герметик с брызговика в будущем месте сварки. Подготовив донора, переходим к кузову.
На кузове, отсверлив и отрезав поврежденную деталь, отрезаем брызговик, также зачищаем на нем герметик и накидываем донора. Выставляем донора в нужном нам положении. Это ровный зазор по двери. Внизу край заката крыла и двери совпадает. И только после этого очерчиваем место чистого реза, по которому будет стыковаться донор. Отрезав все лишнее и приварив подкладку шва по всей длине будущего стыка, это как на лицевой стороне крыла, так и в дверном проеме, накидываем донора, фиксируем его в нужном нам положении и начинаем контрольную сборку. Накидываем бампер, фонарь, закрываем дверь. Только убедившись в том, что все зазоры правильные и донор стоит в нужном нам положении, мы обратно все разбираем. Снимаем фонарь, бампер, также снимаем донорскую дверь и готовимся к сварке. Несмотря на мелкие коцки на донорском крыле, оно все равно имеет правильную форму, в то время как крыло кузова было повреждено колесом и не имеет той овальности, которая должна быть. Это видно сейчас на стыке. Прижать крыло к кузову невозможно, так как это будет неправильно и шов уйдет вовнутрь. И для того, чтобы придать форму, малярам придется наваливать шпакли достаточно много. Поэтому будем подгонять кузов к крылу. Зацепившись с помощью споттера за кузов, мы вытаскиваем поврежденную деталь наружу, делая прихватки. Пройдя так по всему горизонтальному шву, мы получили ровный полукруглый стык, так как должно быть на неповрежденной детали. После этого начинаем обварку шва. Шов, как всегда, варим в разбежку, сантиметра по 2, по 3. Уходим на 10 сантиметров вперед, потом назад. Так, не давая перегреться металлу, мы получаем сплошной шов. Обварив крыло снаружи, переходим на обваривание со стороны брызговика. Там стык получился в небольшой нахлест, миллиметров 5, поэтому делаем небольшие прихватки, миллиметров по 5, по 7, через расстояние сантиметров 3. После этого шов зачищаем, грунтуем и наносим шовный герметик. На этом жестяные работы закончены. Мы накидываем все снятые нами детали и отправляем машину в маляр.
Наконец машина приехала с малярки. Мы снимаем элементы, которые мы навесили специально, чтобы маляры, выводя плоскость, могли ее сверять. Грунтовым наполнителем брызгаем в места, где заранее был залит кислотник. После того, как грунт высыхает, во все возможные дырки заливаем мовиль. Мовиль мы, как правило, заливаем с помощью компрессора, потому что из пистолета мовиль выходит под давлением и создает во внутренней полости облако, которое садится на всю внутреннюю поверхность детали. Мовиль залит, мы начинаем конечную сборку автомобиля. А это конечный результат наших работ. Хорошо покрашена деталь, ровные зазоры между бампером и крылом, между крылом и фонарем. Так выглядит покраска в дверном проеме. Крыло мы специально стали отрезать поближе к краю, чтобы не трогать заводские прихватки под резинкой, дабы в последующем при продаже, при снятии резинки, было впечатление, что крыло не мененное. Так на фотографии выглядит стык крыла и двери. Напоминаю, дверь по просьбе клиента мы не красили, это донорская дверь. А так выглядит этот же стык при искусственном свете. Друзья, напоминаю, мы стараемся снимать для вас интересные видео, а вы в свою очередь нажимайте что-нибудь под видео, пишите комментарии или хотя бы ставьте плюсы. Мы переходим к следующему автомобилю. До новых встреч!